Дорогой, сегодня нет. Вмазать, да? Я обещал вас удивить. У нас теперь будет свой коронавирус. Сморкаются, чихают. Я на тебя. Визы надо отменить. Бу-бу-бу-бу-бу. Хана. Въезд запрещен. Ой, как мы на своей заднице ощутим все это. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет! Это итоговый выпуск новостей. В финале этого выпуска я расскажу о 3 вариантах для российской экономики. Обязательно дождитесь. Ну а начинаем, как обычно, с хороших новостей. Детеныш северного оленя родился в ленинградском зоопарке. Олененок оказался девочкой, а назвали ее Тундра. В общем, олененок сразу же после рождения встал и стал исследовать мир, а воспитанием детеныша занимается мама, а также бабушка олениха Пальмира. Что-то я не понял, а папа-то где? Напишите мне, пожалуйста, как вам кажется, эта новость хорошая про то, что детеныш родился, или не очень? То, что вот опять у нас папа куда-то. Очень знаковая новость, будьте внимательны. Эстония со следующей недели закроет границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой. При этом исключение будет сделано только работникам находящегося в Эстонии дипломатического представительства или консульского учреждения и членам их семей, лицам, имеющим отношение к международным грузовым и пассажирским перевозкам, транзит не хотят закрывать, люди, которые посещают живущего в Эстонии родственника. Все, остальным будет в Эстонию хана, все закрыто, перекрыто. И при этом эстонцы говорят: давайте в ЕС вот так вот сделаем для всех россиян во всем ЕС. Это удивительно, на полном серьезке, да. В ЕС ребята рассуждают о том, что может действительно россиянам запретить вот въезд, визы там перекрыть и так далее. Это удивительно именно с той точки зрения, что еще в 2013 году Евросоюз и Россия всерьез обсуждали о безвизовом режиме. И поэтому фраза «визы надо отменить» в 2013 году значила, безвизовый режим, будем ездить туда-сюда как хотим, а сегодня фраза «визы надо отменить» будет означать, что въезд будет запрещен. Я хотел спросить ваше мнение, как вы думаете, все-таки отменят въезд россиян в Европу или и на этот раз что-то там вот прокатит, да? Напишите мне в комментарии, как вы думаете, на что вы ставите ставку. Коронавирус опять возвращается, только я решил закончить с этой темой на моем канале, а нет. И в России обнаружен новый штамм коронавируса, и его назвали русский дельта-крон. Дельта-крон, он представляет из собой гибрид штаммов омикрон и дельта, поэтому дельта-крон. Ни в одной стране дельта-крон вот этот еще не обнаружен, понятно, да? А в России уже обнаружен. Что это? Импортозамещение. У нас теперь будет свой коронавирус, понятно? Отечественный. Ну а если кроме шуток, да, в России действительно вспышка опять очередная вот этого коронавируса. Вот, например, за один день в России выявлено более 27 тысяч заболевших вот этим коронавирусом. И это максимум с 22 марта. Возможно, мы действительно подрасслабились. Маски убрали, какие-то живем, как будто нас это не касается. Ведь тут мэр Собянин объявил, что все, коронавируса больше нет, ходения. Я в лифт захожу, там люди набились, дышат друг на друга, прям вот в лицо сморкаются, там все чихают там и так далее. Говорят: привет! Они так специально близко подходят, в такую интимную зону и такие: на тебя. Да. Напиши, если тебя тоже это парит. Вот меня это очень парит. И на фоне всего этого, смотрите, какие случаи участились, потому что это реально говорит, что мы расслабились. Вот, например, Алексей, я вам сейчас зачитываю. Алексей пришел на вакцинацию в городскую поликлинику номер 5. Парню поставили компонент «Спутник-5» с истекшим сроком годности. Вот когда вы какой-нибудь творожок покупаете с истекшим сроком, там, ряженку, кефир, ладно, хрен с ним, да? А если вам вакцину вкололи с истекшим сроком, вот так, и у вас побочка, все, вы уже никуда от этого не денетесь. С вакцины, с истекшим сроком годности, поэтому будьте внимательны. А Департаменту здравоохранения Москвы я строго предупреждаю, смотрите, ведь вас засудят, и вы никуда же не денетесь, ведь в России правосудие, что надо, поэтому вы никуда не денетесь, поэтому будьте внимательны, да. И вот в это время, пока мы отчаянно боремся со всеми этими последствиями омикронов, там, коронавирусов, дельтакронов и так далее, да, в это время Ким Чен Ир торжественно заявляет о том, что победил COVID-19. Все,
В августе в Северной Корее не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Если вы реально хотите быть вот в хорошем настроении и все, и быть в стране, в которой нет коронавируса, езжайте в Северную Корею, это реально избавит вас от всех треволнений, да, а то новости какие-то пошли. А в Северной Корее у вас будут только хорошие новости. Ким Чен Ир сказал, что все победили, и вы такие ха-ха-ха, радостные там живете дальше. Что-то последнее время я не вижу ни дня, чтобы обходилось без новости о Wildberries. На этот раз скандал из подмосковного Wildberries. Клиентка напала на сотрудницу во время возврата бракованного товара. Что там было-то? Пришла, хотела вернуть посылку. Сотрудница сказала, что пошла дура. Да, возврат в личном кабинете. Личный кабинет. После этого пришел, она кинув лицо менеджеру. Кстати, я бы так же сделал. Знаете, сколько заказов обрабатывает в сутки Wildberries? 1 000 000 заказов. 1 000 000 заказов. Вот статистика, которая обычная, да, это где-то 0,1%, 0,1%, ну там какие-то косяки, короче. Представляете, 1000 людей минимум в день, которые просто разозлились от какого-то косяка, там, Wildberries, доставки, товара бракованного, все, на самом деле много больше. Но это обычные издержки, поэтому, пожалуйста, держите себя в руках. Я вам так скажу, маркетплейсы вот эти вот очень сильно изменили нашу жизнь. Ведь раньше мы за всеми этими товарами вынуждены были тащиться в какой-то магазин, где была розничная наценка, где все барыги, спекулянты наценяли и все. Ну, ребят, сейчас в вашей деревне, в вашем городе, где бы вы ни жили, в любой чему-таракане или любом необитаемом острове есть точка выдачи, и туда приходит товар по Wildberries, и очень многие предприниматели могут открыть свои бизнесы и зарабатывать бабки, торгуя на маркетплейсах. Пожалуй, старт работы на маркетплейсах — это одно из наипростейших способов начать заниматься бизнесом. Попробовать разные товарные ниши и посмотреть мир шире, чем ты сейчас представляешь. Поэтому для начинающих, кто ни разу не занимался бизнесом, 16 августа я вас приглашаю на бесплатный вебинар, где выступит мой ученик Виталий Тейн. Он подробно расскажет о том, как начать зарабатывать на маркетплейсе, как построить свою бизнес-нишу на маркетплейсы, завести свою товарную категорию и так далее, и зарабатывать от 150 000 рублей в месяц. Поэтому приходите на бесплатный вебинар, а ссылка об этом будет под этим видео. Друзья, сейчас не падайте только со стула, очень смешная новость. Сотрудники полиции задержали того мужика, который воровал в супермаркетах, представляясь кассиром-стажером. Представьте себе, помните, я в прошлом выпуске говорил, чувак пришел, одел эту, значит, спецуху, бейджик повесил, да, сказал, я стажер, кассир, его посадили на кассу, он 32 000 взял и слинял. Так вот, он за несколько дней таким образом, да, отарился в нескольких магазинах, понимаете? Он приходил вот по той же схеме, его не могли поймать, вот. Поэтому за это время его добычей стали почти 100 000 рублей. И самое, что интересно, это было 3 магазина пятерочки. Ребят, из пятерочки, наймите этого парня, пусть он будет вашим тайным вот этим покупателем, да? Нет, тайным стажером, да, который будет проверять, насколько администратор в этих магазинах, соблюдает, банальную вот эту гигиену, знаешь, проверить документ, список и так далее. Все. Как минимум мы теперь знаем, что пятерочка — это классный бренд, и пятерочка действительно помогает. Скандал с H&M. Знаете такой магазин, который шмотки торгует? Конечно, знаете, да? А его что, знаешь? Я там ни разу ничего не покупал. Все знают. Да? Так вот, они все-таки открылись, да, и начали работать. Об подготовке залов продаж привлекли сотрудников из простоя, то есть вызвали. И эти сотрудники отработали положенные смены, и в день зарплаты 10 августа были удивлены размеру зарплаты. Некоторым из работников деньги не пришли, другим же перечислили от 250 до 450 рублей, то есть плату за один день. В компании сообщили, что знают, и что проблема техническая, там, сбой IT-системы и так далее. Сказали, все нормально, мы разберемся, но мы-то теперь знаем, какие зарплаты в H&M. Вот есть мифы, что в компаниях зарубежных там хорошо платят. Да, хорошо платят. Да пусть они уходят если они россиянам платят 450 даже рублей, умножайте там, не знаю, на 20 дней рабочих, сколько, что это, 10 000 рублей? Остальное они что, в конверте выдают? Или им предлагается добрать в виде, так сказать, не знаю, подворовывая или что там вообще непонятно, да? Ребята, компетентные органы, разберитесь, пожалуйста. А если серьезно, ребят, слушайте, технические сбои и так далее, хватит ерничать, просто идите
и насладитесь последними деньками H&M в России. Новости валютного рынка. Я обещал вас удивить. И вот июль всех нас удивил очень сильно. Физлицы купили рекордный объем валюты в июле. На московской бирже более 240 миллиардов рублей поменяли на доллары. Вы понимаете, это 4 миллиарда долларов. То есть 4 миллиарда долларов оказались в кошельках россиян. Кто эти люди? Куда, откуда они берут деньги? Все говорят, нет денег, нет. Когда посмотришь, сколько долларов покупаю, ребята, откуда вы берете деньги? Если уж у вас есть такие громадные деньжищи, я вам так скажу, воспользуйтесь случаем. Именно сейчас в X10 Академии дни счастливых распродаж. Не забудьте, что самое выгодное вложение — это не валюта, которая у вас там на каких-то счетах, или даже валюта, которая лежит в погребе. Самые выгодные вложения — это ваши компетенции, ваше самочувствование, ваша способность продуцировать выгодные решения для себя самого. И вот еще что. Я тут открыл специальный трек, да, инвестиции в личный бренд. Вы знаете, сколько я вложил в личный бренд? Все говорят, вот Игорь, ты миллиардер. Я говорю, я миллиардер долларовый, потому что я вложил 1 миллиард рублей в свой личный бренд. Вот и все. Если ты реально имеешь деньги и ищешь, куда инвестировать, я тебе конкретно говорю, сюда прежде всего надо инвестировать. Личный бренд, твоя популярность, твоя известность, желание других людей делать с тобой бизнес, да? Доверие к тебе партнеров. Вот что нужно в современном мире. Поэтому инвестируй в свой личный бренд, и я буду твоим проводником. Программа «Ярд с Рыбаковым», программа личного наставничества от Игоря Рыбакова. Тревожные новости приходят от ВЦИОМ. Всероссийский центр изучения общественного мнения. 13% опрошенных людей, россиян, воспитывает детей подзатыльниками. Давай, а еще 7% ремнем, плетками и так далее. Согласитесь, цифра внушительная. То есть более 10% семей сейчас практикуют постоянные вот эти вот зуботычины, подзатыльники, там ремень, может быть, какое-то физическое насилие и так далее. И это те, кто согласились признать это, да, есть среди них наверняка те, кто скрыли. Вот. Давайте пойдем дальше. Дело в том, что эти опрошенные также рассказали, как их воспитывали родители, ведь яблони от яблони недалеко катятся. 62% заявили о нравоучениях. Это такое бу-бу-бу-бу-бу, вот так правильно, вот так неправильно. Вы знаете, что дети вообще на это не реагируют, они такие слушают, говорят, да давай, когда ты уже закончишь, я пошел или пошла. 30% что? Ставили в угол. Напишите мне, как у вас, вот как тебя лично воспитывали твои родители. Посмотри на себя, а как ты сейчас воспитываешь своих детей. И соизмерь, сопоставь, да, то, как ты воспитываешь детей, с тем, а производит ли это эффект на них. Ведь иногда мы инерционно применяем то, что впитали или то, что уяснили для себя в глубоком действии, не поддавая это осмыслению. Но если мы видим отвратительно дико низкий результат, не устраивающий нас, может быть, пришло время сменить свои подходы. Напиши мне в комментарии, если будет много таких вот ответов, да, или много вопрошаний ко мне, я сделаю специальный выпуск о том, как воспитывать детей, особенно тогда, когда ну хочется дать подзатыльник или эту зуботычину. Я тоже такой же, да. Вот я расскажу, как я в таких случаях действую и как я перенаправляю свою энергию, вот это желание там вмазать, да, в другие, более действенные способы. Я обещал сказать про 3 сценария развития российской экономики. Это сценарии коснутся каждого из нас. Ой, как мы на своей заднице ощутим все это. А чтобы вы правильно рассчитали свои силы, эксперты взяли и рассчитали даже вероятность наступления этих сценариев. Так что, кто осведомлен, тот, можно сказать, вооружен. Поехали. Первое. Автаркия. Вероятность реализации 13%. Этот сценарий предполагает, что в России в максимально возможной степени произойдет следующее. Россия делает все. Такой чучхе способ, да, опора на самих себя. Полная изоляция, как будто мы на необитаемом острове. Мира нет, виз никаких не будет. Не в смысле виз не будет, для россиян виз не будет, и поехать никуда будет невозможно. Ну, в общем, можно сравнить это с Северной Кореей, а лучше с пингвинами, которые вот, например, сейчас где-нибудь в Антарктиде живут, да, и никуда с Антарктиды поехать не могут. Второе.
Институциональная инерция, вероятность реализации 47%, то есть практически половина. Либо встречу динозавра, либо нет, знаете, какая вероятность? Ну, это такой вот умеренный рост, 2,5%, но с учетом падения ВВП, который случился в последнее время, этот умеренный рост, это так, что через 10 лет, 15, Россия восстановит тот уровень экономического, ну, не знаю, благоденствия, если можно так сказать, который был, ну, условно говоря, в 2013-2014 году. Затяжная стагнация, там, небольшой рост, где-то падение, ну, отставание в технологических сферах, там, уровне качества жизни, плавный тренд на скатывание на обочину, вообще говоря, такой эволюции. И третий сценарий, он называется «борьба за рост». Вероятность его реализации чуть меньше 50%, примерно 40%. В рамках этого сценария Россия или российское общество и власти, да, будут совершать отчаянные попытки вырваться, ну, в какое-то благоденствие через то, чтобы зацепиться за какие-то трендовые вещи. То есть уже бессмысленно заниматься микроэлектроникой, все, уже не догоним. Бессмысленно заниматься там какими-то вещами, которые уже, ну, отстали, например, автопром, вы знаете. Да китайцы все построят. Да, но есть направления, да, в которых могут произойти бурные, вот, ну, реально такие развития, там, квантовые компьютеры и так далее. Неожиданно, но это так. В этом режиме, как говорят ученые, будут 2,5–3% роста ВВП, то есть 3% плюс и больше. И Россия, ну, скажем так, за 10-15 лет она в принципе удержится, ну, в таком в срединном слое экономически развитых государств. И вот меня постоянно спрашивают: Игорь, а какой тебе кажется наиболее вероятный путь? Я вот присоединяюсь к этим экспертам, которые вот описывают такую усредненную картину. Но у меня дополнительно к этим вариантам есть вероятность четвертого сценария, который я сейчас изложу. Это вариант экономического роста 5–7% и такое медленное движение, ну, во-первых, мы остаемся в топ-10 стран по ВВП, раз. Второе, у нас ускоряющими темпами идет освоение вот этих вот новых перспективных ниш, там, квантовые компьютеры, там, добыча полезных ископаемых новыми технологиями. Мы уходим в зону, когда, знаете, не мегапроекты эти гигантские становятся драйвером страны, а мы приходим к ситуации, когда предпринимательские проявления людей становятся драйвером развития страны. У нас все еще в России предпринимателей, которые берут на себя ответственность по грамотному развитию страны, в 100 раз меньше, чем нам требуется. Представьте себе разницу, в 100 раз. Так вот, мы берем уклон в то, чтобы значимое количество людей, которые немножко по-другому задействуют те природные ресурсы и те возможности, которые есть в России, они становятся основой экономики страны. Я оцениваю вероятность этого сценария 20%. Мы действительно стоим на переломном моменте сейчас. Мы можем включить этот сценарий. Присоединяйтесь к нам, давайте вместе увеличивать вероятность наступления вот этого благотворного сценария, когда экономика России будет расти, а не прозябать в каком-то гребаном боковом тренде. Xiaomi. Я как люблю эти названия, музыкально, прям на мягких лапах, как будто про кошечек говорим, да, как будто имя кошечки. А это, надо сказать, технологический гигант, на секундочку. Так вот, Xiaomi представила робота-гуманоида за $100 000. Его зовут Cyber-One, или по-русски металлический братан. Братан, привет, давай, за 100 000 косарей, да. Что же он делает, этот братан? Этот робот слышит звуки с помощью 2 микрофонов и видит мир в 3D. Ну и того. Встроенные алгоритмы искусственного интеллекта помогают ему распознавать 85 звуков окружающей среды. Ух ты! А также 45 человеческих эмоций. Ну, пошел. Он распознал и пошел. Да. Xiaomi говорят, что робот может распознавать счастье и даже утешать пользователя, когда ему грустно. Короче, какая-то. Это китайский робот, что ли? Да в Японии уже давно сексуальных женщин роботов сделали, которые, представляете, ты купил сексуального робота, да, с режимом внезапного отказа. Хочешь сексуальных утех, включаешь этого робота, а этот робот тебе говорит: дорогой, сегодня нет. И ты такой, так бесишься такой, не идешь сдавать этого робота в магазин, потому что он бракованный, да, а говоришь, блин, и начинаешь это вот чудо уговаривать и так далее, оно опять говорит, ну, пожалуй, да, а потом опять нет, да.
Вообще, вы знаете, что именно эти роботы сейчас самым большим спросом пользуются. Вот эти сексуальные роботы с возможностью внезапного отказа. Мир не просто он просто уже сошел с ума и сейчас изобретает самые изощренные формы схождения с ума. Поэтому мы с вами находимся внутри. Если нам кажется, что мы не сошли с ума, это нам кажется. Мы, ребята, сошли с ума. Поэтому особо остро на повестке дня стоит такой момент. Давайте же вместе размножать хорошее, пусть плохому места просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.